Народилось имя Русь, и народились истоки общего искусства огромной страны. Определяющим началом стал географический фактор. Необъятные просторы сформировали национальное чувство красоты, чувство романтическое, космически всеохватное и в то же время полное массы реальных местных примет. Начальные шаги к красоте были всецело языческими, обращенными к первостихиям природы. Ведь именно им поклонялись древние славяне. Но есть четкая и непреложная граница, на которой, к слову, «Русь» прибавилось понятие красоты. Красоты всецело рукотворной, а не примышленной к природе. Это конец X века, когда киевский князь Владимир Равноапостольный принял христианство из рук Византии. Православная вера, как свидетельствует древняя летопись, была избрана именно из-за красоты богослужения. Церковная красота начинает осуществляться. Византийские мастера и их русские ученики возводят белокаменные храмы. В XI-XII веках сложился характерный композиционный и декоративный репертуар древнерусского зодчества, заимствованный из Византии, но насыщенный массой местных деталей и вариаций. Архитектоника этих крестово-купольных построек с различным количеством внутренних столпов определяется массивными стенами и венчающими их сводами, закомарами и куполами. Их архитектурные ритмы задают новый масштаб и новый смысл культуры. Смысл уже не природный, а человеческий. Точнее, богочеловеческий. Ибо совершенное художество воплощается в материале подобно тому, как воплотился на земле Христос, Бог-Сын, принявший телесный облик ради искупления человеческих грехов. Под покровом церкви, словно под покровом Богоматери Аранты, формируется третий мир, который существует отныне наряду с человеческим и природным мирами. Это мир искусства, в ту эпоху всецело обязанный своим существованием христианству. Софийские храмы в Киеве и Новгороде самим названием своим выражают преемственную связь с тогдашним центром всего православного мира, храмом Святой Софии в Константинополе. Они оба задали искусству общий, невиданный еще на Руси, монументальный масштаб. Внешнее убранство храмов выглядит значительно сдержанней внутреннего. Ведь в интерьере-то, собственно, взгляду и является то райское великолепие, что снаружи лишь предугадывается. Церковные интерьеры украшаются фресками. Закладываются основы многовековой системы храмового декора, сюжетно-символическими, библейско-евангельскими сценами на стенах, изображениями пророков и святых на столбах и, наконец, с Христом Пантократором, грозно взирающим сверху из-под купола. Формы ранних мозаик и фресок незыблемо статичны, вычерчены мощными, как борозды, линиями и по-своему архитектурны. Недаром фигуру Богоматери Аранты в конхе центральной апсиды Софии Киевской уже в давние века прозвали «нерушимой стеной». Святые мужи и жены, заполнив поверхность стен и столбов, словно удерживают на себе всю конструкцию храма,
являя зрителю просветленную, божественно-человеческую природу, сосредоточенную вокруг литургического действа. Последнее же закрепляется в качестве необходимого духовного центра, обеспечивающего прочный синтез всех видов средневекового творчества. Главным источником иконографии служит искусство Византии. Оттуда привозятся иконы, что служит примером высокого искусства, входя в то же время и в число самых почитаемых святых образов. Сияние красок икон является Божьим даром, тем драгоценным даром, что указывает верный путь и защищает от врагов. Самая славная из средневековых икон, Богоматерь Владимирская, была написана греческим художником или, как тогда говорили, изографом. На это указывает и южный тип ее лика. Но она стала свидетелем русской истории, святой покровительницей русской политики. Совершив ее перенос из Киева в окрестности Владимира, князь Андрей Боголюбский наметил новые геополитические рубежи. Русь, размечая свой путь иконами и церквями, двигалась на восток. Но с востока пришло татаро-монгольское иго, открывшее иную эпоху русской культуры. Эпоху политической раздробленности русских княжеств, трагическую, но проникнутую в том, что касается церкви и ее искусства, суровым великолепием. При этом христианская иконография и символика по-прежнему оставались объединяющим началом, своего рода духовным шатром, раскинутым над просторами Северной, Центральной и Южной России. Под этим шатром теперь все громче заявляли о себе Новгород и Псков, Владимир и Суздаль, Ярославль и Ростов. И в каждой из этих земель складывались собственные строительные, живописные и декоративные навыки, свой рукотворный ландшафт культуры. Во Владимиро-Суздальских землях сложился архитектурный стиль, впечатляющий особым благородством линий и форм. Облик здешних храмов был подобен райскому, быть может и впитавшим в себя мотивы окрестных полей и лугов, но придавшим их плавной красоте возвышенное очарование. Эти прекрасные строения из тесаного белого камня, в основе своей сравнительно простые, кубические или прямоугольные по объему, с просторным интерьером, часто окружались галереями. Внешние их формы выделяются изяществом пропорций и ритмов, точной прорисовкой архитектурных деталей, но самое главное – богатым скульптурным убранством, сочетающим растительные узоры и элементы звериного стиля с сюжетно-символическими мотивами. От церкви Покрова на Нерли к Владимирскому Дмитриевскому собору и, наконец, Георгиевскому собору в Юрьеве-Польском роскошь этого рельефного декора последовательно нарастает. Отдельные вставки сменяются сплошным ковровым узорочьем. При этом восточные и южные степные орнаменты соседствуют тут с чертами западноевропейского романского стиля. Искусство Новгорода и Пскова кажется более близким к земле, к почве. Оттуда архитектура вырастает наподобие монументальных
и массивных плодов. Здешние храмы, как правило, сравнительно небольшие, иной раз вообще бесстолпные, с цельным, компактным внутренним пространством. Сложены они не из тесаных блоков, а из почти необработанного грубого камня, известняка и валунов, перемежающихся прослойками плинфы. Отсюда неровности их стен и живописная иррегулярность деталей. Эти черты новгородско-псковского зодчества находят, в частности, замечательное выражение в церквах Спаса на Ковалеве и Николы на Липне. Многим известным иконам, происходящим, к примеру, из Владимира или Ярославля, свойственно воистину царственное величие, проступающее и в торжественном красочном строе, всецело подчиненном мерцанию золотых фонов и ассистов, и в строгой гармонии линий. Чем дальше же от центра к северу, тем проще манера письма. Резче колористические контрасты, теснее связь с приемами народного искусства. Однако этот северный демократизм отнюдь неравнозначен примитиву. В таких образах, как Илья Пророк в пустыне с житием или псковская икона с 3 святыми женами Параскева, Варвара и Ульяна, аскетический богословский смысл выражен достаточно доходчиво, ярко и эмоционально. Все тоньше дифференцируется тематика икон. Верховным средоточием их мистического обаяния предстают композиции со Спасом нерукотворным, те строгие и монументальные лики Христа, которые восходят к первым святым образам, тем, что по преданию были сотворены божественным произволением, а не человеческим творчеством. Иконы Богоматери представляют Царицу Небесную то нежной матерью, то величавой защитницей, то молитвенницей за грешное человечество. При этом каждая из ее ипостасей дополнительно уточняется в повсеместно или местно чтимых образах, прототипы которых, как правило, связаны с легендой о чудотворениях. Многие сакральные образы посвящены сценам и символам из Священного Писания. Древнерусская живопись являет зрителю и обширное сообщество святых. Самыми популярными из них на Руси издревле были святитель Николай и святой воин Георгий Победоносец. Первыми же русскими святыми стали еще в киевский период князья Борис и Глеб. Иконы нередко пишутся как житийные, с клеймами вокруг центральной их части, средника. Церковное искусство все активнее входит в жизнь. Об этом красноречиво говорят разные типы икон. Они сопровождают человека во всех его делах. В XIV веке византийского типа алтарная преграда все чаще сменяется иконостасом, по сути, целой стеной из икон. Со временем она превратилась в главный элемент убранства русского православного храма. Во Владимире, Пскове, Новгороде и других художественных центрах процветает и искусство фрески, отражающее как византийские традиции, так и связи с югославянскими странами. Наиболее ярким проявлением этих связей являются росписи Псковского Преображенского собора Спаса Мирошского монастыря, созданные, очевидно, совместно греческими и русскими мастерами. Число живописных образов последовательно увеличивается. Внутри образа идет вечный диалог. Диалог между человеком и божеством. Между, говоря на старославянский лад, дольним и горним. Строгий взгляд Спаса Христа в его ипостаси верховного судьи вопрошает. А человек отвечает, откликаясь всеми своими помыслами. Живопись же, собственно, и показывает нам, как все это происходит. Как сходится вопрос с ответом.
Таковы фрески Феофана Грека, полные аскетического настроения, переданного с тонким артистизмом. Они уходят от внешнего, чувственного мира в сферу внутренних сияний и озарений, со световыми бликами, что искрятся подобно молниям среди трепетно одушевленных и динамичных красочных гамм. Эти росписи, как и современная им архитектура и живопись, убедительно доказывают, что процесс самоопределения в искусстве охватывает все русские княжества. И нарождается тот образ святой Руси, который вне искусства был бы немыслим, да и попросту невидим. Кругом разорение и упадок, внутренние распри и внешний гнет иноверцев. Страны нет, она в географических осколках. Но великим светочем всего тогда еще немощного государства стал преподобный Сергий Радонежский. Его трудами в самом центре страны, в лесах к северо-востоку от Москвы, была основана малая обитель, та, что в будущем выросла в знаменитую Троице-Сергиеву лавру. Троицкий же собор, выстроенный на месте деревянного храма уже после кончины преподобного Сергия, стал на долгие годы прообразом каменного церковного строительства. А новые монастыри, основанные его учениками, и неподалеку от Свято-Троицкой обители, и на дальних рубежах страны, в северных краях и на Волге, превратились в крепкую сеть, сеть в равной мере материальную и духовную. Сеть, удерживающая Русь от политического распада. По учению отцов церкви, все помыслы во время молитвы должны собираться в сердце. Так и вся страна стала собираться вокруг Москвы. Конечно, далеко не все дела московских князей, направленные к этой цели, можно признать образцами благочестия. Злоба, коварство и зависть по-прежнему остро давали о себе знать. Весь объединительный период шли жестокие брани, вроде той, что написано на иконе «Битва новгородцев с суздальцами». Но после победы в Куликовской битве вся русская история развивалась в новом русле. Развивалась уже не центробежно, но центростремительно или собирательно. В определенный момент исторического времени и пространства должен был явиться Андрей Рублев. В своей знаменитой Троице он воплотил завет высшей гармонии и доброты, преподанной великим святителем. Впервые в иконах был столь четко и ясно очерчен национальный русско-славянский тип, взамен того южного, что господствовал до сих пор. Рассуждая о красках Рублевской Троицы, не раз поминали васильки среди спелой ржи. Краски излучают ровное солнечное сияние, не столь уж резко отличное от цвета нашего дня. Живопись в полной мере становится зеркалом жизни. Философ Павел Флоренский в свое время восторженно заявил: «Есть Троица Рублева, значит, есть Бог». Мы вправе сказать и по-иному. Есть живопись Рублева, значит, русское искусство состоялось. Оно окончательно перестало быть византийской провинцией, горделиво самоопределившись на собственной почве.
В XV веке окончательно складывается система высокого церковного иконостаса, благодаря которой иконография святых образов получает четкую типологическую дифференциацию. К примеру, мелкофигурные и более повествовательные праздники резко отличаются от монументальных, зримо доминирующих в пространстве храма деисусных фигур. Усиливается и социальная дифференциация творчества. С аристократическим искусством Москвы и других крупных художественных центров резко контрастируют произведения, созданные в посадской или сельской среде. Особенно мощный пласт народного искусства образуется на северных рубежах государства. Это иконы северных писем, декоративные росписи и резьба, а также архитектура, в этих краях исключительно деревянная. Самые ранние из сохранившихся храмов, так называемые клетские церкви, напоминают большие избы, увенчанные крестом. Религиозное и светское начало соединяются здесь особенно непринужденно и легко. Московская церковная архитектура достигает особой монументальности и своеобразия в соборах и крепостных сооружениях Московского Кремля. На смену традиционным русско-византийским формам и приемам проступают вполне определенные черты итальянского Ренессанса, но Ренессанса, плавно и органично объединенного с эстетическими навыками местного Средневековья. В Успенском соборе Кремля итальянский зодчий Аристотель Фьераванти придал древнерусской храмовой композиции беспрецедентную масштабность, а интерьеру – невиданный пространственный размах. Итальянцы, работавшие в Кремле, оснастили ренессансным декором Великокняжеский дворец, а также новые крепостные стены и башни. Храмы нередко ставятся на высокий подклет. Курватуры фасадов, прежде в основном полуциркульные, теперь все чаще вытягиваются, обретая килевидную форму. Наряду с традиционными видами белокаменного резного декора широко применяются терракотовые орнаментальные вставки. Все более заметную роль играют кокошники в основании купольного барабана, составляющие особый ярус, как бы покрывающий храм нарядным венцом. При этом различные земли активно изобретают и развивают собственные архитектурные приемы, которые синтезируются под эгидой Москвы, охотно раздаривающей свое и столь же охотно осваивающей чужое. Завершается 15-е столетие творчеством Дионисия. Для его стиля типичны более удлиненные по пропорциям фигуры, прохладные колористические гаммы с преобладанием изысканных светлых оттенков, тяготение к идеальной красоте ликов, как правило, лишенных этнической, греческой либо русской характерности, и, наконец, замечательное декоративное чутье. Лучшие черты его творчества проступают как в иконах, так и в самом масштабном комплексе его произведений – росписях собора Рождества Богоматери Ферапонтового монастыря на Вологодчине, который он создал в самом начале XVI века вместе с сыновьями Феодосием и Владимиром.
Начиная с Рублева и Дионисия, укрепляются художественные связи разных русских земель. Московское искусство постепенно нивелирует местные школы и подчиняет их общему образцу. Однако само качество произведений в итоге отнюдь не снижается, прирастая тонким изыском и истовым усердием. Святая Русь словно воплощается воочию. Еще более значительное место в архитектуре занимает теперь монастырское строительство. Во многих обителях возводятся крупные соборы, повторяющие структуру Кремлевского Успенского собора, и тем самым наглядно утверждающие незыблемый авторитет власти московского царя и митрополита. В XVII же веке, постепенно теряя свое былое стратегическое значение, монастыри становятся все более нарядными, уже не столько оборонительными, сколько живописно-образными, напоминающими трехмерную панорамическую картину. Стены и башни многих монастырей соперничают по масштабам и мощи своей со стенами и башнями городских кремлей-крепостей. Соединение опыта деревянного зодчества с общей тенденцией к живописному усложнению объемов и силуэтов приводит к возникновению совершенно нового шатрового типа каменного храма. Позднее шатрами все чаще завершают не только основной объем храма, но и проездные ворота и колокольни. Усиливается исторически-мемориальная функция церковных зданий, выражением которой служит и внешний их вид, зачастую поражающий своей яркой и мажорной пышностью. Словно целый живописный город, как небесный Иерусалим, где пребывают души русских воинов, павших при взятии Казани, высится Покровский собор на Рву, более известный как храм Василия Блаженного. Вводится целый ряд конструктивных новшеств. Умножается число храмовых пределов, обходных галерей, гульбищ, узорных крылец, а также разного рода декоративных деталей. Шлемовидные купола вытесняются луковичными, усиливающими впечатление динамической устремленности храмов ввысь. Значительно обогащается и красочный колорит зданий. Традиционному контрасту белого камня и кирпичной кладки теперь добавляется раскраска и, наконец, звучные по цвету поливные изразцы с орнаментами, а порой и с фигурными изображениями.
Наконец, по замыслу патриарха Никона, под Москвой строится Новый Иерусалим, который символически воспроизводит пейзаж Святой Земли вместе с храмом Гроба Господня. Бурное развитие светского зодчества позднего русского средневековья находит высшее свое выражение в московских дворцах и палатах XVII века. Их общая архитектоника, равно как и пышное орнаментальное убранство, оказывают заметное воздействие и на церковное строительство. Светское и религиозное начало в архитектуре теперь общаются по закону сообщающихся сосудов, уже не разделенные той строгой иерархией, что царило в искусстве классического средневековья. Тяготение к усложненным многофигурным образам с одной стороны обретает впечатляющее эпикодраматическое величие и гармоничную полифоничность, а с другой конкретнее сопрягается с историческими реалиями. На византийскую основу икон налагаются западные влияния с их мирским, чувственным обаянием, уже весьма далеким от древнего аскетизма. Вместо темных ликов и скорбных взоров мы видим на иконах Симона Ушакова яркий румянец и блеск в глазах. Тот блеск, который, как кажется, ищет точку опоры уже в этом мире, а не по ту сторону земного бытия. К началу XVII века появились и первые русские портреты, парсуны, создававшиеся в русле иконной стилистики. Центром развития всех видов изобразительного и декоративно-прикладного творчества, своеобразной академии художеств поздней средневековой Руси, стала с середины XVII века оружейная палата Московского Кремля. Искусство перестает быть по-средневековому анонимным. 17-е столетие пестрит именами художников, и различия личных творческих манер все явственнее дают о себе знать. В ряде церковных росписей этого времени наглядно соединяются темы священной и мирской истории. В фрески проникает масса эмоциональных деталей, отмеченных острым жизненным драматизмом. Переход от отрешенно-созерцательной иконности к новому драматизму и чувственной натурности образов происходит и в религиозной скульптуре. Она теперь занимает в русской религиозной культуре весьма заметное место. В архитектуре формируется так называемое нарышкинское барокко, где на русско-византийскую структурную основу накладываются ажурные белокаменные детали, созданные по принципу классического ордера, античного в истоках своих, но переработанного в русле западного барокко. Европейский мир, в том числе и мир искусства, как религиозного, так и светского, становится все более тесным и внутренне взаимозависимым.